Привет, я доктор Берг. В этом видео я хочу рассказать о том, какие два продукта опаснее всего употреблять. Вы, наверное, думаете, что речь о сахаре или вредной еде, но на самом деле я о кукурузе и сое. Да, вы знали, что кукуруза и соя составляют половину посевов, выращиваемых в США? Да, это невероятно. Средний человек получает 700 калорий в день. Из этих так называемых здоровых овощей. Кукуруза и соя составляют до 40% вашего рациона. Это невероятно. 93% сои и 85% кукурузы, выращиваемых в США, это ГМО. Что такое ГМО? Это изменение продуктов питания. Кукурузу и сою наделяют устойчивостью к гербициду, то есть средству для уничтожения сорняков под названием Roundup Ready, и его основной компонент — глифосат. Другими словами, кукурузу и сою можно опылять этим гербицидом, и посевы не погибнут. Погибнут все сорняки, но не посевы. Так что этого химиката вы получаете гораздо больше. Чем же он опасен? Есть независимые исследования, результаты которых скрываются. Исследования проводили не Монсанто, владельцы этой технологии. Оказалось, что глифосат вызывает серьезные проблемы у животных. Исследования проводились на животных, не на людях. Но все мы, подопытные кролики, раз едим эти продукты. Итак, оказалось, что у животных глифосат приводит к раку молочной железы, печени, почек, матки, яичников. Да, не смешно. Проблема в том, что Всемирная организация здравоохранения требует проводить исследования 90 дней, 3 месяца. Если за этот период ничего не случилось, препарат считается безопасным. Да. Но сейчас поданы коллективные иски. Я не знаю, насколько далеко зайдет дело, потому что Обама по-тихому принял один закон. Согласно этому закону, если у Монсанто будут проблемы, в общем, притащить их в суд нельзя. Так что настоящих проблем у них не будет, увы, закон их защищает. Под видео я дам ссылку, посмотрите сами. Сейчас я расскажу вам о глифосате. Пока что мы многого не знаем. Но за последние 15 лет в 3000 раз выросла частота использования этого треклятого пестицида. Простите, этого гербицида. Этот гербицид вызывает изменения в эндокринной системе. Он считается гормональным разрушителем, он действует как эстроген. Поэтому он так часто вызывает рак и другие проблемы, аллергии, возможно, аутизм и многое другое. Я хочу вам кое-что показать. Посмотрим на продукты, которые обычно не замечают. Как насчет кетчупа с высокофруктозным кукурузным сиропом? Как насчет заправок с соевым и кукурузным маслами? Вот продукты со скрытой кукурузой. Лимонная кислота — это в витамине С. Кондитерский сахар, кукурузная мука, кукурузная фруктоза, молотая кукуруза, кукурузные чипсы, кукурузный сироп, декстрин, декстроза, фруктоза, высокофруктозный кукурузный сироп, молочная кислота, солод, моно- и диглицериды, глутамат натрия, сорбит, крахмал, пекарский порошок и множество синтетических витаминов. И все это кукуруза. Теперь соя. Наполнители, кэроп, эмульгаторы, гуаровая кометь, натуральные ароматизаторы, соевые напитки. Во многих программах для похудения есть соя. Белковые изоляты в порошках. Невероятно. Соевый текстурат, бульонные кубики и суп в пакетах. Диетические продукты. Более чем в 3000 продуктов есть кукуруза и соя. Итак, беда в том, что на нас экспериментируют. Мы даже не знаем, что едим. И в результате получаем химикат. Его трудно избежать. Нужно сделать 3 вещи. Первое. Избегайте сои и кукурузы. Читайте этикетки. Под видео я дал ссылку на документ, который можно распечатать. Там перечислены некоторые продукты, которых нужно избегать, потому что там соя и кукуруза. И расскажите об этом друзьям и родным, чтобы уберечь их. Особенно при риске рака груди или другого рака. Мы ведь все можем заболеть им. Во-вторых, приложите максимум усилий, чтобы есть только органическую пищу. Почему? Потому что органические соя и кукуруза не ГМО. Вот такое решение. В-третьих,
Начните есть пищу, которая деактивирует часть этих ядов, как я их называю, в вашей печени. Для этого вам нужно ввести в рацион немного крестоцветных. Кейл, брокколи, брюссельская капуста и так далее. Они постепенно начнут вас защищать. Эти овощи обладают противораковыми свойствами. Это антиэстрогенная еда. Итак, первое — избегайте вот этого. Второе — ешьте органическую еду. Третье — ешьте крестоцветные, которые деактивируют часть ядов в печени. Ну что ж, на этой ноте, радостной ноте, я попрошу вас оставить комментарий. До новых встреч!